Потому что про деньги спрашивали, ну, один раз вскользь, парни, на кону будет там полтос зелени. Едут ли спортсмены на этот турнир за деньгами или ими движет что-то другое? Это индустрия, которая работает без перерыва. Здесь не может быть перерыва, здесь не может быть раз в год турниры, все вау, там и целый год ждут. Нет, так это не работает. Если мы хотим поднять армрестлинг, здесь надо доносить этот вид спорта до массовых зрителей, чтобы его посмотрели обычные люди. Фавориты, ну, к примеру, на левую руку будет Силаев и Дадикян. Ну и тоже будет зависеть все от Дзамбалата Цариева. Ты берешь и делаешь вперед. А тебе надо, ты почему это держишь? Чтобы ты угол контролировал, правильно? Чуть-чуть бы, вот если вот так бы сделал, вот знаешь, протяжки сюда, было бы лучше. И без мясорубка. Ведь парни еще не знают, какой будет у них регламент борьбы. То есть, а это как минимум финал до пятираундовый финал. Они еще об этом не знают. Может ли один турнир повысить популярность, решить вопрос популярности, повысить популярность армрестлинга? Да нет, наверное. То есть каждый турнир это ступенька. Мы же все с вами знаем, что сейчас переизбыток информации. И все, что мы обсуждаем сегодня, это касается любого события, не знаю, политического, жизненного, любого события. То, что мы обсуждаем сегодня, и кажется, что все это изменило мир, завтра мы это забываем. Так устроен мир. И поэтому один турнир не решает ничего. То есть он помогает, конечно, яркие турниры и А1, и Злотый, и крутые армфайты Vendetta All Stars, и топ-8. Каждое из этих событий, оно приподнимало армрестлинг наверх, приподнимало его выше, 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 выше. Это важно. Но в одиночку здесь ничего не сделать. То есть это должна быть индустрия, это должен быть поток мероприятий. Мероприятия должны проходить вообще каждый день, не каждый день, каждый месяц, как минимум, каждые 2 недели, каждую неделю в мире что-то должно вершиться важное в армии, об этом нужно рассказывать, должны рассказывать СМИ, и тогда мы будем двигаться к той популярности, которую мы хотим. Да, возьмите теннис, возьмите UFC. Это индустрия, которая работает без перерыва. Здесь не может быть перерыва, здесь не может быть раз в год турниры, все вау, и целый год ждут. Нет, так это не работает. Так это не работает. Отдельно взятый турнир, конечно, популярность не поднимет. Здесь все-таки важна комплексная работа, потому что к турнирам мы уже привыкли, к разным форматам, к турнирным сеткам, и к армфайтам, и турнирам разного уровня. Здесь, конечно, надо... Если мы хотим поднять армрестлинг, здесь надо доносить этот вид спорта до массовых зрителей, чтобы его смотрели обычные люди, чтобы его транслировали на телеканалах федеральных, на крупные спортивные YouTube-блогеры тоже включались и показывали армрестлинг. Тогда популярность будет расти, когда молодежь, когда дети с раннего возраста будут видеть интересных спортсменов, у них будут свои герои, кумиры, и они сами будут стремиться к этому. Тогда будет расти и количество молодежи, которая занимается армрестлингом, и количество зрителей. Но, к сожалению, с одного турнира это сделать, мне кажется, невозможно. То есть, если постоянно, стабильно делать раз за разом такие же турниры и все больше и больше, то, я думаю, популярность будет расти. По поводу мотивации, деньги или не деньги, я понимаю, что, конечно, деньги важны, но для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей степени. Да, все зависит от, скажем так, ежемесячного заработка. Потому что все-таки армрестлинг спорт любительский, и те деньги, которые разыгрываются в мясорубке, они большие, но они не космические. И те условия, которые предоставлены этим спортсменам, они не являются в большей степени мотивацией. Они просто упрощают процесс. Мы точно знаем, что эти парни приедут, потому что все вопросы решены. А так бы им пришлось думать, ехать, не ехать, взвешивать, брать отгул на работе, не брать. А здесь все вопросы решены, и они будут, и мы это шоу увидим. И поэтому не думаю, что в данном случае
деньги являются мотивацией. Потому что про деньги спрашивали, ну, один раз, вскользь, парни, но все хотят побороться. Все хотят доказать, что именно, каждый хочет доказать, что именно он тут самый крутой. И я думаю, что в данном случае это главная мотивация. То есть, возможно, если на кону будет там полтос зелени, да, то это будет мотивация более основная. То есть здесь, я думаю, что спорт и прежде всего спорт. Едут ли спортсмены на этот турнир за деньгами или ими движет что-то другое? Ну, на мой взгляд, что-то отдельное выделить сложно. Мне кажется, это комплекс. То есть, конечно же, спортсмены хотят и получить какие-то призовые, так как сегодня, как мы знаем, в нашем спорте не так много денег. Вот, и каждый турнир, где существует призовой фонд, вызывает интерес. Ну и, конечно же, учитывая тот факт, что на этот турнир, то есть можно попасть только по приглашению, по отбору организаторов, могут попасть только интересные, сильнейшие спортсмены, вот, которые подобраны именно очень интересно, то, конечно, я думаю, каждый захочет именно проверить свои силы из них. Многие из них давно не боролись, как я уже говорил, и поэтому им сейчас, я думаю, тоже ими движет еще большая мотивация сейчас резко снова ворваться и стать на пьедестал, на первое место, как бы доказав самому себе, что перерыв ни на что не влияет. Честно могу сказать, что просто вот не представляю даже это. С такими топовыми спортсменами что-то предугадывать очень сложно. Тем более, что непонятно, в какой форме подойдут все ребята. Вот. Ну, конечно, думаю, фавориты, ну, к примеру, на левую руку будет Силаев и Дадикян. Ну и тоже будет зависеть все от Дзамбалата Цариева, потому что тоже, если Дзамбалат готов, то, я думаю, там у всех связки и сухожилия затрещат. Она должна остаться здесь. Это вот первый нюанс. Да. Хорошо. Собрал канаты. Либо протягивай. Не дави, протягивай сюда дальше. С корпусом. Широчайшая чуть-чуть. Хорош. Еще один момент, который ты упускаешь. Смотри, ты взял здесь правильно, да? Смотри, ты знаешь, что делаешь? Ты берешь и делаешь вперед. А тебе надо, ты почему это держишь? Чтобы ты угол контролировал, правильно? Чуть-чуть бы, вот если вот так бы сделал, вот знаешь, протяжки сюда, было бы лучше. Вот. По правой руке, вот сложно сказать, у Дадикяна правая травмирована в последнее время. Вот. Сергей Богослов тоже провел очень тяжелый армфайт. Сложно сказать, как он восстановил правую руку или не восстановил сейчас до нужной кондиции. Ну, поэтому, думаю, Силаев будет, да, тоже обязательно в призах, возможно, даже первым. Цуриев, Зурбек, Ходов, то есть вот это будет тройка. Ну, думаю, тоже Вячеслав Шарагович тоже, я думаю, сможет загрузить всех не по-детски. Ну, а как я уже писал на канале у Бориса Капиталант, что буду болеть за Григория Гераськина, так как Гриша сейчас, он, мне кажется, весит меньше всех этих спортсменов, то есть он сейчас весит около 90 килограмм, то есть он хочет спускаться в категорию 86, и Гриша заезжал к нам на тренировки, тоже мы с ним тренировались, общались, я видел, как он старался, как он готовился. Вот. И сейчас действительно с этими топовыми спортсменами ему будет тяжело, но вот, тем не менее буду за него болеть, потому что каждый его поединок это будет что-то интересное. Ну а то, что он умеет показать интересную борьбу, это мы знаем. То есть по его победам и по его недавнему армфайту с Антоном Корчиным, который закончился со счетом 3-3.
В общем, будем смотреть, будет интересно. Всем советую сейчас заранее уже заходите на сайт Siberian Power Show, приобретайте трансляцию, либо приобретайте билеты на самолеты, прилетайте смотреть эти зарубы. Это будет очень-очень интересно.